Резкий хлесткий хлопок со двора взрезал утреннюю тишину. Обыватель вздрогнул бы. Опять у старой «Волги» в закрытом дворе рванул глушитель. Или пацаны взорвали китайскую петарду. Но тело Веры сработало раньше, чем мозг успел отфильтровать звук. Чистый, выжженный на уровне подкорки рефлекс. Она не открыла глаза, но правая рука мгновенно скользнула под подушку, пальцы жестко скрючились, готовые нащупать холодную сталь рукояти Стечкина, а подбородок прижался к груди, закрывая артерию. Секунда. Две. Пальцы уперлись в пустую скомканную ткань наволочки. С улицы долетел ленивый мат водителя и повторный чих заглохшего мотора. Вера открыла глаза, глядя в серый потрескавшийся потолок. Никакого Стечкина там не было уже много лет. 2004 год. Спальный район, зажатый между бетонными ребрами недостроенных многоэтажек и серой лентой промзоны. Утро здесь всегда начиналось одинаково. С лязга мусорных баков, когда хмурые дворники выкатывали их к дороге, и сиплого простуженного гудка маневрового тепловоза, таскавшего вагоны со щебнем на бетонный завод. Осень в этом году выдалась гнилой, с тяжелым небом, которое, казалось, ложилось прямо на телевизионные антенны панельных домов. Вера стояла у плиты. Обычная, до боли знакомая миллионам людей кухня в типовой двушке. Выцветшие обои в мелкий цветочек, пожелтевшие над газовой конфоркой, тиканье старых настенных часов с маятником, отмеряющих время, которого всегда не хватало. Запах дешевой овсяной каши, чуть подгоревшего молока и кисловатый душок сжженного газа. Она методично помешивала варево, потемневшей от времени деревянной ложкой. Движения ровные, экономные. Ни одного лишнего жеста, ни одного пустого взмаха. Так двигаются люди, привыкшие экономить энергию для чего-то по-настоящему важного. В соседней комнате сухо, надсадно кашлянула Маша. Звук ударил по нервам привычным набатом, но лицо Веры не дрогнуло. Она выключила газ, оставила ложку на щербатом блюдце. Бесшумно, почти скользя в стоптанных тапках по вздувшемуся старому линолеуму, подошла к приоткрытой двери. Девочка спала, беспокойно разметавшись на узкой кровати. Тонкие, почти прозрачные руки лежали поверх байкового одеяла. Под бледной, почти пергаментной кожей на запястьях билась синяя паутинка вен. 8-летний ребенок, чье сердце, бракованный от природы механизм, работало с постоянными перебоями, отмеряя жизнь крошечными, хрупкими порциями. Кардиомиопатия. Приговор, написанный неразборчивым врачебным почерком. Вера стояла в дверном проеме и просто смотрела на дочь. В эти короткие утренние минуты ее лицо, обычно строгое, застегнутое на все пуговицы, с жесткой линией губ, смягчалось. Уходила глубокая складка между бровей, вырезанная годами недосыпа и напряжения. Растворялась таинственная, пугающая многих глухота во взгляде. В этот миг она не была ни врачом, ни кем-то из прошлой жизни. Она была матерью. Женщиной, которая тянула на нищенскую зарплату хирурга районной поликлиники их двоих. Женщиной, которая часами обивала пороги инстанций, выбивая положенные по закону, но вечно отсутствующие льготные лекарства. Женщиной, которая каждый вечер, засыпая, вслушивалась в дыхание дочери через тонкую стенку, до одури боясь уловить в нем роковой сбой. Она сделала шаг в комнату, подошла ближе. Осторожно, чтобы не сбить хрупкий сон, поправила сползшее одеяло. Пальцы Веры, длинные, сильные, с коротко остриженными ногтями, скользнули по лбу девочки. Кожа была прохладной, чуть влажной. Норма. Очередная ночь отвоевана. На тыльной стороне ладони Веры, резко контрастируя с бледностью кожи, белел старый рваный шрам.
Он походил на след от глубокого ожога или от попадания зазубренного куска металла, вырвавшего кусок плоти. Обычным пациентам и любопытным коллегам она, не моргнув глазом, говорила, что по неосторожности обожглась кипятком в студенческом общежитии. Никто никогда не спрашивал дважды. В ее тоне в этот момент появлялся такой ляск, что желание задавать вопросы отпадало само собой. Маша шевельнулась. Ресницы дрогнули, и она открыла глаза. Сонные, слишком большие для ее худого лица. «Мам!» — голос тихий, как шелест страниц. «Доброе утро, мышонок!» Голос Веры звучал густо, тепло, обволакивая ребенка спокойствием. «Вставай, каша стынет. Нам сегодня еще к кардиологу на контроль ехать, на другой конец города. Опять эти присоски холодные цеплять будут». Девочка смешно сморщила нос, пытаясь отодвинуть неизбежное. «Будут, надо потерпеть, сама знаешь». Вера пила обжигающий крепкий, почти черный чай без сахара, глядя, как дочь послушно, через силу глотает вязкую овсянку. В этом крошечном мире, ограниченном тонкими стенами панельной многоэтажки, был выстроен свой строгий порядок. Своя, пусть и иллюзорная, но безопасность. Вера возводила эту стену по кирпичику все эти 8 лет. Она оставила прошлое там, где ему надлежало сгнить окончательно. В сырой, перемешанной с осколками земле на заставах Пянджа. В пропитанных гноем и кровью брезентовых палатках медсанбатов. В сухих рапортах с грифом «совершенно секретно», осевших в архивах ведомства. Сейчас она была просто Верой Николаевной, хирургом поликлиники, матерью больного ребенка и больше никем. Городская поликлиника номер 4 встречала привычным амбре. Густой запах хлорки, мастики для пола, дешевых лекарств и застарелой, въевшейся в стены человеческой боли. Это был бесконечный, безжалостный конвейер чужих проблем. Очереди из пенсионеров, которым не хватало пенсии на жизнь, хмурых работяг с завода с производственными травмами, уставших женщин с потухшими глазами. Вера вела прием механически, но безошибочно. Осмотр, пальпация, диагноз, рецепт — следующий. Она не повышала голос на скандальных, требующих немедленного внимания пациентов. Но один ее тяжелый взгляд заставлял их замолкать. Она не лебезила перед главврачом, когда тот требовал выполнять план по платным услугам. Она просто делала свою работу с холодным, отстраненным профессионализмом. Коллеги в ординаторской шептались о ее высокомерии. Пациенты же ценили за надежность. Если Вера Николаевна сказала резать, значит резать. Если сказала, что заживет, заживет. Ближе к полудню коридор взорвался звуком. Уборщица, глуховатая тетя Зина, споткнулась о порог и уронила металлическую тележку с ведрами и швабрами. Звук резкий, оглушительный железный ляск, а старый советский кафель разорвал монотонный гул поликлиники. Вера в этот момент сидела за столом, склонившись над картой пациента, выписывая направление на анализы. Тело сработало быстрее, чем мозг успел обработать информацию. Инстинкты, дремавшие под кожей годами, взорвались тугой пружиной. Дешевая шариковая ручка сухо хрустнула, переломившись пополам в мгновенно сжавшихся пальцах. Вера не встала. Она стекла со стула, мгновенно уходя с линии возможных осколков от окна. Тело само упало на одно колено за массивный, обшитый шпоном стол, автоматически группируясь в минимальную мишень. Левая рука инстинктивно прикрыла затылок, защищая ствол головного мозга. Правая метнулась к бедру. Туда, где сейчас была грубая ткань белого халата, но где когда-то, казалось, целую вечность назад, висела потертая кобура с тяжелым, безотказным табельным Стечкиным. Глаза, в секунду ставшие суженными,
пустыми и мертвыми, сканировали пространство кабинета, выхватывая потенциальные укрытия и сектора обстрела. Дыхание остановилось на полувдохе. Медсестра, пожилая тучная Галина Ивановна, раскладывавшая шпатели, застыла с открытым ртом. Шпатель выпал из ее ослабевших пальцев. «Вера Николаевна, Господи, вам плохо? Сердце?» Прошло 2 секунды. 3, 4. До слуха Веры сквозь шум, несущийся по венам крови, донесся голос тети Зины, причитавшей за дверью над разлитой водой. Мозг, наконец, догнал рефлексы. Вера поняла, где находится. Поняла, что под пальцами правой руки нет ребристой рукояти пистолета, что за окном не охваченный огнем Душанбе, а серый московский двор, что войны здесь нет. Она медленно, тяжело, опираясь на край стола, поднялась. Расправила смявшийся подол белого халата. Наклонилась и подняла с линолеума обломки сломанной ручки, бросив их в мусорное ведро. Лицо оставалось абсолютно непроницаемым, маской, высеченной из камня. Но под плотной тканью халата, между лопаток, ползла холодная, липкая капля пота. Ручка из пальцев вылетела. Ровно, без единой модуляции в голосе, сказала Вера. Она села обратно на свой жесткий стул, выдвинула ящик, достала новую ручку, щелкнула кнопкой. «Продолжаем, Галина Ивановна. Зовите следующего. У нас еще 8 человек по записи». Медсестра, неуверенно сглотнув, кивнула. На весь оставшийся день старалась держаться поближе к двери, косясь на хирурга с нескрываемой опаской. Вера писала рецепты, слушала жалобы на артрит, а внутри медленно и мучительно, как пепел, оседал адреналин. Руки слегка ломило от резкого выброса кортизола. Прошлое никуда не ушло. Оно не сгнило в ущельях Пянжа. Оно просто ждало в засаде, в темных углах ее памяти. Она знала, что бывает с теми, кто расслабляется, кто позволяет себе поверить в окончательную тишину. Поэтому она контролировала все, каждый свой шаг на улице, каждую минуту жизни Маши. Замки на дверях, маршруты до школы и обратно. Но войну нельзя контролировать. Это хищник. Если ты не идешь к ней, она приходит сама, выбивая дверь ногой. Вечер выдался дрянным, под стать всему этому году. Октябрьский дождь лил сплошной, непроницаемой стеной, смывая с улиц последние остатки цвета, оставляя только блестящий, как мокрая шкура убитого зверя, асфальт и размытые желтые кляксы уличных фонарей. Они возвращались из детской кардиологии. Впервые за полгода новости были хорошими. Кардиограмма показала стабильный ритм. Никаких ухудшений. Маша шла рядом, крепко держа Веру за руку своей маленькой теплой ладошкой, и без умолку рассказывала про какую-то школьную подругу Катю, которая принесла в класс хомяка. Вера слушала этот детский лепет, кивала невпопад, а внутри, под ребрами, разливалось редкое, почти забытое чувство покоя, надежды. Может быть, они выкарабкаются. Может быть, ей удастся скопить на операцию в Квоте. Они подошли к перекрестку. Широкий проспект, залитый водой, красный свет для машин. На светофоре для пешеходов загорелся зеленый человечек, отражаясь в лужах неоновым пунктиром. Вера, привычно посмотрев налево, ступила на мокрую зебру. Дождь барабанил по туго натянутому куполу дешевого зонта. Асфальт впереди блестел, как разлитая нефть. Звук приближающегося двигателя она услышала слишком поздно из-за шума ливня. И это был не ровный, усталый гул обычного городского мотора. Это был рев. Тяжелый, сытый, утробный рык многолитрового двигателя, раскрученного до предела. Так ревет 3-тонная машина, идущая на взлет.
Из-за слепого поворота, проигнорировав красный свет и здравый смысл, вылетел огромный черный внедорожник. Тонированный наглухо джип — символ нового времени и новых хозяев жизни. Он шел без тормозов, без единой попытки сбросить скорость или уйти в сторону. Прямо на них. Никакого замедления времени не было. Все произошло с чудовищной, рваной быстротой. Вера дернула Машу на себя. Резко, изо всех сил, рискуя вывихнуть ребенку плечо. Но законы физики неумолимы. Масса металла, летящего на скорости под 100 километров в час, была быстрее человеческих рефлексов. Глухой, страшный, влажный удар. Звук, который ни с чем не спутаешь, если слышал его хотя бы раз. Звук удара железа о живую плоть. Зонт вырвало из рук. Он отлетел в сторону, сломав спицы. Веру отшвырнуло воздушной волной и скользящим ударом бампера на мокрый асфальт. Она проехалась по грубому камню, в кровь сдирая колени сквозь плотную ткань джинсов. Треск расколовшегося пластика фары, и только потом запоздалый визгливый скрежет широких шин, наконец-то сорвавшихся в юз на мокрой дороге. Тишина. Только шум дождя. Вера не закричала. Спазм сковал горло, в легких просто не осталось ни кубического сантиметра воздуха. Она вскочила на ноги мгновенно, не чувствуя боли в разорванных коленях, не замечая крови, стекающей по голеням в ботинки. Маша лежала в 10 метрах впереди. Маленький, неестественно изломанный комок в яркой красной куртке, похожий на брошенную тряпичную куклу. Мать в Вере умерла в ту самую секунду, когда ее окровавленные колени с размаху опустились на асфальт рядом с дочерью. Горе ослепляет. Горе делает руки слабыми. А слабые руки не спасают жизни. В ту же долю секунды с щелчком переключенного тумблера включился полевой хирург. Майор медицинской службы спецназа. Машина по спасению изодранного мяса из-под огня. 2 пальца на сонную артерию ребенка. Пульс нитевидный, едва уловимый. Сорванный хаотичный ритм, слабое сердце не справлялось с тяжелейшим шоком. Дыхание. Поверхностное, прерывистое. Губы стремительно синели, дышать становилось все труднее. Явное повреждение легкого. Шея. Положение головы неестественное, сильнейшая травма шейного отдела. Трогать нельзя. Черный джип остановился метрах в 30 за пешеходным переходом, оставив на асфальте черные полосы стертой резины. Хлопнула тяжелая дверь. Вера даже не повернула голову в ту сторону. Ее не интересовало, кто там. Ее пальцы, быстрые и точные, уже расстегивали молнию на куртке пострадавшей, разрывали тонкую ткань водолазки, обнажая грудную клетку. Быстрая пальпация. Справа под ключицей глубокая вмятина. Сломано минимум 3 ребра. Правая сторона полностью выключена из дыхания. Напряженный пневмоторакс. Воздух стремительно скапливался внутри, сдавливая сердце. «Вызовите скорую». Голос Веры, хриплый, лязгующий металлом, ударил как хлыст по немногочисленным случайным прохожим, застывшим на тротуаре в оцепенении. «Реанимацию! Живо! Время пошло!» Она стянула с себя куртку, скатала ее в валик и жестко зафиксировала голову Маши, чтобы исключить малейшее движение шеи. Дождь хлестал по лицу, смешиваясь со слезами, которых она не замечала. Кровь дочери, теплая и липкая, заливала ее пальцы. К джипу, вернее, от джипа к ним, шатающейся, расхлябанной походкой подошел парень. Лет 20, не больше. Дорогая кожаная куртка распахнута настежь. Под ней шелковая рубашка. Глаза стеклянные, пустые. Зрачки расширены так, что радужки почти не видно. Черные дыры. Его била мелкая дрожь. То ли от страха, то ли от лошадиной дозы стимуляторов, отпускающих нервную систему. Он стоял над Верой, смотрел на умирающего ребенка на асфальте и бессмысленно, криво улыбался,
почесывая нос. Вера подняла на него взгляд. Короткий, секундный. Но она впечатала этот образ в свою память намертво. Запомнила расфокусированные наркотические глаза. Запомнила тонкие черты лица мажора. Запомнила массивные золотые часы на тонком, почти девичьем запястье. С пассажирского сиденья джипа грузно выскочил другой, старше, лет 40. Короткая армейская стрижка, перебитый свернутый на бок нос, тяжелая челюсть. Классический бык. Начальник охраны из тех, чья работа — решать проблемы до того, как они дойдут до шефа. Он даже не взглянул на лежащую девочку. Он подскочил к парню, железной хваткой вцепился в воротник его шелковой рубашки, едва не оторвав пуговицы. «В машину! Быстро!» — рявкнул он, грубо заталкивая водителя обратно в салон джипа. Сам прыгнул за руль, хлопнув дверью. Взревел мощный мотор. Черная туша внедорожника с пробуксовкой сорвалась с места, обдав Веру грязной водой из лужи, и растворилась в пелене ночного дождя. Они не попытались помочь. Они даже не проверили, жива ли та, кого они сбили. Они просто стерли ее, как налипшую грязь с хромированного бампера. Вера не дернулась вслед, не закричала проклятий. Она продолжала держать шею дочери, считала секунды, считала неровные затухающие удары ее больного сердца под своими окровавленными пальцами. Скорая приехала через 15 минут. 2 машины вылетели из-за угла почти одновременно. Одна — старая обшарпанная «Газель» городской реанимации с мигалкой. Вторая — сверкающий свежей краской желтый «Мерседес-реанимобиль» с логотипом дорогой частной клиники на борту. Из «Газели» выскочили уставшие фельдшеры в мятых синих куртках, бросились к Вере с чемоданчиком. Но путь им жестко преградили 3 крепких мужчин в дорогой, идеально подогнанной униформе частной скорой. «Отойдите, мужики, мы забираем», — бросил старший бригады частников, оттесняя городского врача плечом. Это была не просьба, это был приказ. «У нее кардиомиопатия в анамнезе». Вера не просила, не умоляла. Она чеканила диагнозы, пока 2 санитаров из «Мерседеса» профессионально, но грубо оттаскивали ее от дочери, перекладывая девочку на жесткие носилки. Закрытая травма груди, справа напряженный пневмоторакс, возможен разрыв селезенки, пульс падает. Везите в Первую Градскую, там дежурит профильная детская хирургия. Вы в своей частной лавочке ее не вытянете. Старший бригады повернулся к ней, взгляд равнодушный, как у мясника. Указание руководства. Пострадавшую в ДТП с нашей машиной везем в нашу ведомственную клинику. Без разговоров. Отойдите, женщина. Вы мешаете работать. Двери желтого фургона с лязгом захлопнулись, отрезая Веру от Маши. Взвыла мощная сирена, разрывая шум дождя. Вера осталась стоять на коленях посреди дороги в луже, смешанной с бензином и кровью. Холодный ливень смывал красные разводы с ее рук. Она смотрела вслед удаляющимся красным огням реанимобиля. И в этот момент сквозь шок и боль пришло кристально ясное понимание. Они забрали Машу не для того, чтобы спасти. Если бы хотели спасти, отвезли бы в профильный центр. Они забрали ее, чтобы изолировать, чтобы купить время, чтобы спрятать концы в воду и купить молчание матери. Клиника «Вип-Мед» располагалась в тихом центре и изнутри походила не на лечебное учреждение, а на холл дорогого швейцарского банка. Никакой хлорки. Мраморные полы, в которых отражались хрустальные люстры. Приглушенный теплый свет, мягкая кожа мебели и тишина. Специфическая, плотная тишина, которая стоит очень больших денег. Прошло 12 часов. 12 бесконечных часов ожидания на жестком дизайнерском кожаном диване в приемном покое. Вера не пила воду, не ходила в туалет. Она сидела, уставившись в одну точку на мраморной стене. Маша была в глубокой коме. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, тяжелейший ушиб сердечной мышцы.
Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Жизнь ребенка сейчас зависела от того, не выключат ли вилку из розетки. Около полудня к Вере подошел человек. Мягкая пружинищая поступь. В воздухе запахло дорогим тяжелым табаком и хорошим французским одеколоном. Черный кожаный плащ нараспашку, под ним безупречно сшитый строгий серый костюм. «Вера Николаевна». Она медленно подняла глаза. Ее лицо за эту ночь стало серым, как пепел. Скулы заострились, обтянутые кожей. «Следователь Савельев, Главное следственное управление». Он не показал удостоверения, таким людям верят на слово. Он сел рядом на диван. Не спросив разрешения, вторгнувшись в ее личное пространство, достал из глубокого кармана плаща пухлый, плотный белый конверт. В таких не носят документы. В таких носят наличность. Много наличности. Он положил конверт на стеклянный столик между ними. «Тяжелая ситуация», — Савельев заговорил тихо, с хорошо отрепетированной бархатной интонацией сочувствия. Но его глаза, водянистые, цепкие, оставались абсолютно холодными. Глаза оценщика в ломбарде. Ужасная, нелепая трагедия. Я изучил предварительные сводки. Девочка, к сожалению, выбежала на красный сигнал светофора. Дождь, отвратительная видимость. Тормозной путь увеличен. Водитель, молодой парень, неопытный, просто физически не успел среагировать. Несчастный случай. Вера смотрела на белый прямоугольник конверта. «Мы шли на зеленый свет. Машина летела на скорости больше 100 километров в час. Водитель был в состоянии глубокого наркотического опьянения. Я врач. Я видела его зрачки и тремор». Савельев тяжело, картинно вздохнул. Потер переносицу ухоженными пальцами с идеальным маникюром. «Вера Николаевна, ну к чему эти фантазии? Вы же врач. Вы умная, взрослая женщина. Зачем вам усложнять себе жизнь? Дождь все смыл. Свидетелей на перекрестке, как назло, не оказалось. Зато ваш ребенок сейчас находится в лучшей, самой оснащенной клинике города. Все ее лечение, аппаратура, препараты — все это щедро оплачивается из фонда владельца машины. А здесь, он деликатно постучал пальцем по конверту, компенсация вашего морального ущерба. Сумма там такая, что вам лет 10 не нужно будет брать ночные дежурства в вашей поликлинике. Сможете купить дочке лучшие фрукты, когда она... если она поправится. Это взятка за отказ от претензий. Это помощь попавшему в беду человеку. Голос следователя неуловимо изменился. Бархат сполз, обнажив холодную сталь. А вот если вы пойдете на принцип, если начнете писать заявления в прокуратуру, поднимать шум, пойдут суды. Долгие выматывающие годы судебных тяжб с нашими адвокатами. Вы мать-одиночка, зарплата бюджетника, копейки. Кто знает, может, органы опеки, изучив ваши жилищные условия, решат, что вы не в состоянии обеспечить должный уход тяжелому инвалиду. И тогда девочку, по закону, разумеется, переведут в государственный интернат для тяжело больных. А там сами знаете, как у нас обстоят дела. Оборудование, списанное еще при Союзе. Уход отвратительный, персонал пьющий. Сердце у вашей девочки слабенькое, я читал карту. Она там и месяца не протянет. Это был прямой, ювелирно рассчитанный удар под дых. Били наверняка. Они все просчитали за эту ночь. Они знали про диагноз Маши, знали про размер зарплаты врача в районной поликлинике. Они изучили ее вдоль и поперек. Вернее, они изучили того человека, которого видели в базах данных. Веру Николаевну, мать-одиночку. Она промолчала. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Савельев, расценив молчание как покорность, тяжело поднялся. «Конверт оставьте себе, для начала. Идите домой, выспитесь, подумайте о дочери. Ей сейчас нужен покой и забота, а не мертвая от инфаркта или сидящая в тюрьме за клевету мать». Он повернулся и ушел, чеканя шаг по мрамору. Вера не притронулась к деньгам. Она медленно встала, расправила плечи и направилась прямо по коридору, в кабинет главврача клиники.
Профессор Лужин, доктор медицинских наук. Холеный седой мужчина с аристократическим лицом и тонкими пальцами пианиста. Он сидел за массивным дубовым столом, просматривая бумаги, и поднял на вошедшую Веру взгляд поверх дорогой золотой оправы очков. «Перевод пациентки в профильный институт имени Бакулева невозможен», — мягко, но безапелляционно произнес он, опережая ее вопрос. «Девочка абсолютно нетранспортабельна. Любое перемещение убьет ее. У вас многопрофильная клиника для взрослых богатых людей, Лужин. У вас здесь даже нет отделения детской кардиохирургии». Ровным мертвым голосом, в котором не было ни капли просительной интонации, сказала Вера. «Если у нее начнется отек легких на фоне сердечной недостаточности, ваши спецы ее не вытащат. У них нет нужного опыта с детьми. Я сама подпишу все бумаги об отказе от претензий к вам на транспортировку. Я беру весь риск на себя. Вызовите реанимобиль Бакулевки». «Вера Николаевна, я прошу вас, как коллега коллегу...» Лужин снял очки и сцепил пальцы в замок перед лицом. В его глазах мелькнуло что-то похожее на стыд, но тут же погасло под слоем прагматизма. «Не делайте глупостей. Вы же прекрасно понимаете, в чьей клинике вы сейчас находитесь. Чей сын был за рулем. Владелец холдинга лично по телефону распорядился оказать вашей дочери самое лучшее внимание. Мы делаем все возможное, но... Давайте смотреть правде в глаза. Условия здесь диктуем мы. Пока ситуация с аварией не разрешится официально, пока не будут подписаны определенные бумаги у следователя, девочка останется в нашей реанимации. Заложница». Все встало на свои места. Они взяли ее ребенка в заложники, положили на самый современный японский аппарат ИВЛ, поместили в золотую клетку с мраморными полами. Сделаешь шаг влево, пойдешь в прессу, случайно отключится электричество в палате. Или медсестра перепутает дозировку препарата, и никто ничего не докажет. Вера медленно, почти незаметно кивнула. «Я могу ее увидеть сейчас?» 5 минут. Только через стекло бокса. Туда я вас не пущу, санитарный режим. Отделение реанимации на 3-м этаже». Тихий, мерный, сводящий с ума писк кардиомониторов. Вера стояла в коридоре перед толстым, звуконепроницаемым стеклом палаты. Там внутри, на белоснежной постели, в паутине пластиковых трубок, датчиков и проводов, лежала Маша. Ее лицо было белым, как окружающие бинты. Крошечная грудная клетка едва заметно поднималась и опускалась в такт работе поршня дыхательного аппарата. Маленькая жизнь, подвешенная на волоске, который держали в руках ублюдки. Вера прижала раскрытую ладонь к стеклу, словно пытаясь дотянуться до щеки дочери. Стекло было ледяным. Слезы так и не пошли. Внутри нее не было того разрушающего, истеричного горя, на которое рассчитывал Савельев. Горе — это роскошь. Оно требует огромных душевных сил, требует воздуха для рыданий. А внутри у Веры сейчас стремительно, заполняя каждую клетку тела, как жидкий азот, растекался абсолютный, кристально чистый холод. Система, закон, государство, которые должны были защищать граждан, оказались куплены на корню. Закон превратился в прейскурант с четким ценником. Жизнь ее единственного ребенка эти люди в дорогих костюмах оценили в пухлый конверт с наличностью. Они были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Они думали, что легко сломали, раздавили обычную, уставшую от бедности женщину-врача. Они совершили фатальную ошибку. Они не знали, в какую именно дверь они постучали с сапогом. Вера неотрывно смотрела на зеленый график монитора, отсчитывающий редкие удары сердца Маши. «Вы не оставили мне выбора», — тихо одними губами произнесла она в пустоту коридора. Голос не дрогнул, не сорвался. В этот самый момент Вера Николаевна, скромный, безотказный хирург районной поликлиники номер 4, исчезла навсегда, растворилась без остатка,
От бронированного стекла реанимации чеканным шагом отходил майор медицинской службы спецподразделения ГРУ. Офицер, человек, которого много лет назад на закрытых полигонах учили только одному — находить цель, хладнокровно оценивать степень угрозы и уничтожать эту угрозу чисто, без следа и без рефлексий. Вера открыла хлипкую дверь своей квартиры ключом. Внутри стояла глухая тяжелая темнота. Она пахла старыми лекарствами, въевшимся запахом корвалола и недавним, еще не выветрившимся присутствием ребенка. На тумбочке в тесной прихожей сиротливо лежал брошенный утром машин красный вязаный шарф. Вера прошла мимо, даже не скользнув по нему взглядом. Эмоции — это непозволительная роскошь. Эмоции делают руки тяжелыми, а разум — мутным. Ей нужен был ясный, как лед, рассудок. Она прошла в свою маленькую спальню, плотно закрыла дверь, задернула тяжелые пыльные шторы, отсекая свет уличных фонарей. Тишина пустой квартиры давила на барабанные перепонки физически ощутимым прессом. Вера опустилась на колени перед старым скрипучим советским шкафом из ДСП. Вытащила нижний ящик с постельным бельем. Засунула руку в образовавшуюся нишу. Под ней, в самом дальнем пыльном углу, упираясь в плинтус, лежал старый фибровый чемоданчик с металлическими уголками. С ним она вернулась из своей последней, самой страшной командировки на таджикскую границу. 8 лет назад. В тот год, когда родилась Маша. Сухо, как выстрелы, щелкнули ржавые замки. В нос ударил густой запах нафталина и слежавшейся ткани. Внутри лежали какие-то старые свитера, выцветшие платки. Вера безжалостно выгребла весь этот камуфляж на пол. Пальцы привычно ощупали фанерное дно. Нашли нужный, едва заметный паз в углу. Сильное нажатие, сдвиг влево. Двойное дно поддалось с тихим сухим треском. Там, в узкой потайной нише, лежал пакет из плотного, непрозрачного полиэтилена, запаянный наглухо. Рядом тускло блеснул металл вороненого ствола разобранного пистолета. Но он ее сейчас не интересовал. Из пистолета не убивают безнаказанно. Вера принесла с кухни нож для мяса. Вспорола жесткий пластик. На покрывало кровати легла толстая общая тетрадь в потрескавшейся дерматиновой обложке. Страницы, исписанные мелким почерком, пожелтели от времени. Это был не сентиментальный дневник девичьих воспоминаний. Это была выжимка смерти. Память о том, как убивать людей так, чтобы ни одна, даже самая дотошная патологоанатомическая экспертиза не нашла истинную причину остановки сердца. Уникальный полевой опыт, собранный по крупицам в лабораториях ведомства и обкатанный в командировках. Формулы сложных токсинов, синтезированных из самых обычных, легальных медицинских препаратов, продающихся в любой аптеке. Схемы нейропаралитических смесей. Точные математические расчеты дозировок кардиотоксинов, идеально имитирующих обширный естественный инфаркт. Подробный анатомический атлас уязвимых точек человеческого тела для безыгольного введения. Вера открыла тетрадь примерно на середине. Строгий, убористый почерк. Ее собственный почерк 20-летней давности. Препарат B4. Модификация растительного алкалоида аконитина на базе стандартного растворителя. Вызывает необратимую фибрилляцию желудочков и остановку сердечной деятельности через от 15 до 20 минут после подкожного введения. Распадается в организме. Следов в плазме, крови и тканях при стандартном токсикологическом скрининге не оставляет. Официальная причина смерти при вскрытии – острая сердечная недостаточность на фоне ишемии. Она перевернула хрупкую страницу. Трансдермальные проводники. Использование диметилсульфоксида в связке с активным токсином. Обеспечивает мгновенное проникновение отравляющего вещества через неповрежденный кожный барьер в системный кровоток в течение от 3 до 5 секунд.
Летальный исход при тактильном контакте с обработанной поверхностью наступает через... Она с хлопком закрыла тетрадь. Читать дальше не было смысла. Мозг уже выдавал нужные цепочки химических реакций. Тактический план начал формироваться в голове сам собой, выстраиваясь в жесткую структуру. Цепочка приоритетных целей. Как на войне. Чтобы уничтожить укрепленный штаб, нужно сначала бесшумно снять часовых на периметре. Чтобы достать тех, кто сидит на самом верху, кто владеет джипами и клиниками, кто пьет дорогой коньяк, пока ее дочь лежит в коме, нужно обрубить их щупальца, лишить их чувства безопасности. Цель номер 1. Савельев. Следователь. Он лично видел ее реакцию. Он знает ее в лицо, знает ее мотив и адрес. Если кто-то из верхушки пищевой цепи внезапно умрет от инфаркта, Савельев, как умный и циничный пес, первым делом придет к ней. Кроме того, у него в сейфе находятся материалы предварительного дела по ДТП. Имена водителя, адреса, номера машин. Улики, которые он сейчас активно прячет и уничтожает. Савельев — это ключ к остальным. И Савельев — это немедленная угроза номер 1. Вера встала. Подошла к письменному столу Маши, заваленному учебниками. Достала из тетради чистый лист бумаги в клетку, взяла ручку. Нужно было составить список прекурсоров для аптечного рейда. Она занесла перо над белым листом и замерла. Пальцы правой руки предательски дрожали. Сначала это была едва заметная, мелкая, неприятная вибрация в подушечках пальцев. Затем тремор усилился, поднимаясь по запястью. Ручка запрыгала над бумагой, оставляя кривые, дерганые чернильные точки. Вера со стуком положила ручку на стол и до скрипа стиснула челюсти. Август 96-го года. Окрестности Харрога. Горная дорога, заваленная битым кирпичом и горящей техникой. Шальная снайперская пуля, пробившая тонкий борт санитарной таблетки, срикошетила от кевларовой пластины бронежилета и вырвала изрядный кусок мышечной ткани на ее правом предплечье, краем задев лучевой нерв. Месиво из крови и формы. 3 тяжелых операции в госпитале Бурденко. Долгая реабилитация. Унизительная комиссация по ранению. Она заставила искалеченную руку работать. Тренировалась до кровавого пота, сжимая эспандер, и стала отличным, точным хирургом. Но физиологию не обманешь. Когда уровень адреналина в крови резко падал после сильного стресса, когда нервная система истощалась до абсолютного предела, старая, затаившаяся контузия нерва возвращалась. Рука ходила ходуном, не подчиняясь приказам мозга. С таким тремором невозможно работать. Нельзя отмерить нужные миллиграммы, набрать препарат в тонкий шприц, нанести контактный токсин на поверхность или сделать точечный укол. Малейший сдвиг, и останется след, гематома, прокол. След — это подозрение. Подозрение — следствие, а следствие для нее означало верную смерть для Маши. Дыхание участилось. Вера вцепилась левой рукой в правое запястье, пытаясь силой остановить дрожь. Бесполезно. Поврежденный нерв жил своей жизнью. Отчаяния не было. Была только холодная, расчетливая ярость на собственную слабость. Она резко встала, прошла в ванную и до упора открыла кран холодной воды. Сунула обе руки под ледяную струю, держала, пока кожа не посинела. Но стоило вытереть ладони, тремор вернулся. Тогда она достала из медицинской сумки стальной хирургический зажим, тонкую иглу-бабочку и ампулу с физраствором. Села за стол, отломила верхушку ампулы и зафиксировала иглу в губках зажима. Задача была простой и беспощадной. Ввести конец иглы в узкое горлышко ампулы и опустить до самого дна, не коснувшись стенок. Одно касание — звон стекла. В боевых условиях это означало провал и смерть. Она занесла руку. Первая попытка. Игла ударилась о край. Вторая, третья.
40-я. 3 часа она сидела в полной тишине пустой квартиры. Мышцы спины окаменели, по вискам тек холодный пот, но она не моргала. Каждый раз, когда рука начинала дрожать, Вера закрывала глаза, выравнивала дыхание, глубокий вдох на 4 счета, задержка, медленный выдох на 6, как учил ее когда-то инструктор в Молькино. Чтобы не сорваться, она представляла перед собой не ампулу, а лица тех, кого должна была уничтожить. Холеное лицо следователя Савельева, кривую ухмылку обдолбанного мажора, монотонный писк кардиомонитора над кроватью Маши. Раздражающий звон стекла звучал все реже. На 240-й попытке, когда за окном уже серел рассвет, рука внезапно замерла. Абсолютно. Идеально. Ни единой вибрации. Вера плавно, не дыша, опустила зажим. Тонкая игла скользнула в горлышко ампулы без единого звука и остановилась в миллиметре от дна. Она медленно выдохнула. Мелкая моторика была полностью восстановлена. Оружие откалибровано и готово к бою. Следующие сутки скромная кухня типовой квартиры превратилась в подпольную химическую лабораторию. Вера методично обходила аптеки в разных районах города, двигаясь по заранее составленному маршруту. Покупала самые обычные безрецептурные препараты, сердечные гликозиды, органические растворители, миорелаксанты. Нигде не брала много, чтобы не привлечь внимание. Глубоко надвинутый капюшон, темные очки, шарф до носа. Обычная простуженная женщина, спешащая домой. Камеры видели лишь безликий силуэт. Кухня превратилась в стерильную лабораторию. Окна, плотно закрыты темными пледами, вытяжка над плитой работала на максимуме. На руках двойные хирургические перчатки, на лице плотная респираторная маска. Она работала молча, сосредоточенно, выпаривала, фильтровала, смешивала. Каждое движение было выверено до миллиметра. Правая рука больше не дрожала. Она действовала как точный механизм. К позднему вечеру на столе стояли 3 маленьких стеклянных флакона. Внутри абсолютно прозрачная жидкость, без запаха и цвета, словно родниковая вода. В первый флакон она набрала 5 кубиков. Микроскопическая доза. Но ее было достаточно, чтобы за 10-12 минут остановить сердце взрослого мужчины. Смерть выглядела бы естественно. Внезапный обширный инфаркт. Ни один стандартный токсикологический анализ не выявил бы следов. Дело закрыли бы как естественную остановку сердца. Она аккуратно, чтобы не уколоть палец сквозь перчатку, надела защитный пластиковый колпачок на иглу, положила заряженный шприц в жесткий футляр от очков. Первый пошел. Савельев. Она пробила его домашний адрес еще днем, через старые, запылившиеся связи по милицейской линии, оставшиеся с 90-х. Это было несложно. Следователь такого высокого ранга не прятался. Он чувствовал себя хозяином жизни. Элитная кирпичная новостройка в респектабельном районе центра. Закрытый, освещенный двор, камеры по периметру, бдительный консьерж в парадном. Серьезная преграда для уличного хулигана. Но для человека, который когда-то в одиночку с одним ножом проникал на усиленно охраняемые объекты полевых командиров, многоэтажка не представляла никакой тактической проблемы. Это была просто архитектура. Вера вышла в прихожую, подошла к большому зеркалу на дверце шкафа. Из мутноватого стекла на нее смотрела неубитая горем сломленная мать. Не уставший и задерганный системой врач районной поликлиники. На нее смотрел хищник. Человек, которому хирургическим путем ампутировали жалость, страх и сомнение. Русые волосы туго, чтобы не оставить ни единого волоска, стянуты на затылке. Черная обтягивающая водолазка под горло.
Темная, неброская, не шуршащая куртка из плотной ткани. Мягкие беговые кроссовки на тонкой бесшумной подошве. В правом кармане куртки футляр со шприцем и небольшой моток широкого медицинского пластыря. В левом 2 эластичных бинта и пара новых хирургических перчаток. Она проверила мобильный телефон. На экране светились пропущенные вызовы. Сбросила очередной звонок из клиники. Профессор Лужин пытался дозвониться ей весь день, чтобы дожать, заставить подписать бумаги на отказ от претензий. Она не стала отвечать. С ними со всеми больше не о чем было разговаривать. Время дипломатии вышло в тот момент, когда закрылись двери реанимобиля. Вера взяла ключи с тумбочки. Погасила тусклый свет в прихожей. Дверной замок тихо, сухо щелкнул, навсегда отрезая ее прошлую, мирную жизнь. Начиналась работа. Грязная, тяжелая работа, в которой не будет оставлено свидетелей, не будет проявлено пощады к врагу и не будет пути назад. Охота началась. Дождь не прекращался 3-й сутки. Он смывал с улиц машинное масло, окурки и остатки человеческих иллюзий. Город прятался по теплым кухням, за пластиковыми окнами, отгораживаясь от слякоти и чужой беды. Элитная новостройка в центре возвышалась над старыми кварталами глухой, неприступной крепостью из красного кирпича и тонированного стекла. Высокий кованый забор. Будки охраны на въезде. Видеокамеры на кронштейнах, методично сканирующие периметр слепыми инфракрасными зрачками. Система безопасности, купленная за большие деньги, чтобы отгородить тех, кто пишет законы, от тех, кто по ним живет. Вера стояла в глубокой тени под облупленной аркой соседнего дома. Вода стекала по черной синтетической ткани куртки, не проникая внутрь. Дыхание ровное. Пульс 60 ударов в минуту. Вера изучала объект 40 минут. Запоминала сектора обзора камер, интервалы обходов патрульных. Система была дорогой, но шаблонной, рассчитанной на хулиганов и дилетантов, не на специалиста диверсионного профиля. Слепая зона находилась у восточной стены, где между кованой решеткой и трансформаторной будкой оставался полуметровый зазор. Камера над въездом делала полный оборот за 24 секунды. 24 секунды. На войне это вечность. В мирной жизни достаточно, чтобы исчезнуть. Тень оторвалась от стены. 3 бесшумных шага. Прыжок. Руки в тонких перчатках вцепились в мокрый металл. Тело перетекло через пики ограды и мягко приземлилось на газон через короткий перекат. Ни звука. Камера проплыла мимо, фиксируя пустую дорожку. Квартира Савельева на 3-м этаже. Бронированная дверь с магнитным замком преградой не стала. Вера не стала ее взламывать. Она подошла к черному ходу для персонала и замерла в нише. Когда вышедший покурить охранник приоткрыл дверь и отвернулся, она бесшумно скользнула внутрь. Подъем только по лестнице. Лифты, ловушки. 3-й этаж, тяжелая дубовая дверь с 2 сложными замками. Из кармана появился тонкий стальной инструмент, выточенный когда-то из хирургического зонда. Пальцы работали с точностью хронометра. Нижний замок сдался почти сразу. Верхний — через 1,5 минуты ювелирной работы. Она шагнула в темную прихожую, тихо прикрыв за собой дверь. Воздух пах дорогим парфюмом и кожей. Квартира человека, уверенного в своей безнаказанности. Вера не включала свет. Пройдя в гостиную, она встала в слепой зоне за тяжелой портьерой, слилась со стеной. Дыхание замедлилось до 1 вдоха в минуту. Мышцы расслабились, сохраняя лишь готовность к броску. Режим ожидания. Савельев появился через 2 часа. Громко заскрежетал ключ. Дверь открылась, и Савельев шагнул в темную прихожую. Причем, задев косяк, он на автомате хлопнул ладонью по выключателю, и в глаза ударил яркий галогеновый свет. Следователь тяжело, с присвистом вздохнул,
стряхивая капли дождя с кожаного плаща. Он был слегка пьян, расслаблен, доволен собой и закрытым вопросом. Он бросил ключи на стеклянную консоль и, не разуваясь, оставляя мокрые следы на светлом паркете, прошел в полумрак гостиной. Только он поднял руку и потянулся к выключателю, удар был нанесен за долю секунды до того, как его ухоженный палец коснулся пластиковой клавиши. Жесткий, акцентированный, выверенный до миллиметра тычок двумя сомкнутыми пальцами в основание шеи, точно в зону сонной артерии и блуждающего нерва. Савельев даже не успел вскрикнуть. Его мозг получил сигнал о критической перегрузке. Сосуды мгновенно расширились, артериальное давление рухнуло в ноль. Грузное тело следователя обмякло и начало оседать на дорогой ворсистый ковер. Вера перехватила его за плечи, погасив инерцию падения. Не дала удариться головой и издать шум. Мягко, беззвучно опустила на пол. Савельев пришел в себя через пару минут. Голова гудела, во рту пересохло. Он попытался дернуться, попытался открыть рот и закричать. И с ледяным ужасом осознал, что не может издать ни звука. Его горло было намертво, в 3 слоя стянуто широким медицинским пластырем. Руки и ноги за спиной были намертво стянуты широкими эластичными бинтами поверх толстых махровых полотенец, взятых из его же ванной. Вера затянула их профессиональным узлом, так что суставы вывернуло до боли, но на коже не оставалось ни единого следа. Он лежал на животе, вывернув шею. Над ним, в тусклом свете уличного фонаря, пробивающегося сквозь приоткрытые жалюзи, стояла женщина. Та самая. Мать-одиночка из районной поликлиники. Только ее глаза сейчас не имели ничего общего с глазами раздавленного горем человека. В них не было ни гнева, ни истерики, ни ненависти. В них была абсолютная, звенящая, мертвая пустота. Вера присела на корточки. В ее руке тускло блеснул маленький стеклянный флакон и шприц с короткой внутримышечной иглой. Скополамин в связке с синтетическим депрессантом. Голос Веры звучал тихо, сухо, как шелест страниц протокола. Без малейших интонаций. Подавляет волю, разрушает нейронные связи, отвечающие за критическое мышление, ложь и сопротивление. Через 3 минуты ты расскажешь мне все. Она не стала искать вену. Точный, быстрый укол прямо в шейную мышцу, сквозь воротник дорогой рубашки. Савельев забился на полу, мыча сквозь пластырь. Его глаза расширились от первобытного животного ужаса. Он привык ломать людей в кабинетах. Он привык быть палачом по эту сторону стола, привык торговать свободой. Встреча с настоящим хищником сломала его психику еще до того, как подействовала химия. Препарат ударил по рецепторам быстро. Зрачки следователя расползлись на всю радужку, поглотив цвет. Мышцы обмякли. Дыхание стало частым и поверхностным. Вера резким, безжалостным движением сорвала пластырь с его рта. «Имена», — ровно произнесла она. «Кто был за рулем? Кто зачищал следы на перекрестке? Где лежат документы по ДТП?» Голос Савельева был вязким, чужим, механическим. Он говорил, роняя слюну на ковер, не в силах сопротивляться химическому императиву, вскрывшему его подсознание. Пацан. Малой. Максим. Сын Свиридова, хозяина холдинга. Они его спрятали за городом. Адвокат все решил. Беркович. Марк Беркович. Он подкупал гаишников. Стер записи с камер наружного наблюдения. Кто сидел рядом с ним в машине? Кто увозил его с перекрестка? Гарик. Начальник безопасности холдинга. Кличка Утюг. Документы. Оригиналы протоколов. Папка у меня в сейфе под картиной. Код 0714. Не убивай меня. Я просто исполнитель. У меня приказ свыше. Вера встала. Подошла к стене.
сдвинула тяжелую картину в золоченой раме. Набрала цифры на электронной панели. Металлический ригель лязгнул. Внутри лежала толстая синяя пластиковая папка. Фотографии с места ДТП, неофициальные рапорты, номера телефонов. Полный расклад круговой поруки. Она сунула папку за пазуху куртки, застегнула молнию. Савельев на полу тихо, жалко скулил. Она горнулась к нему. Достала из кармана второй шприц, тот самый, в жестком футляре, с прозрачной, как родниковая вода, жидкостью. «Инфаркт», — сухо констатировала Вера. Она сделала глубокий укол под лопатку, быстро, безупречно. Извлекла иглу, прижав место прокола сухой салфеткой, чтобы не осталось гематомы. Через 12 минут начнется необратимый некроз сердечной мышцы. Боль будет нарастать постепенно, слоями. Ты не сможешь кричать, потому что миорелаксант уже блокирует голосовые связки. Она аккуратно разрезала эластичные бинты на его запястьях и лодыжках небольшим медицинским скальпелем, стараясь не задеть кожу. Быстро смотала их и вместе с использованным пластырем сунула в карман куртки. Влажное от пота полотенце Вера унесла обратно в ванную и аккуратно развесила на полотенцесушителе, возвращая интерьеру прежний вид. Никаких следов насилия. Никаких улик. Мужчина пришел домой после тяжелого дня, выпил коньяка, лег на ковер, и сердце не выдержало. Бывает. Возраст, избыточный вес, стрессовая работа. Савельев судорожно хватал ртом воздух. Его грудная клетка уже начала вздыматься рывками. Пальцы скребли ворс ковра. Зрачки метались в орбитах, осознавая неотвратимость конца. Вера не смотрела на его агонию. В ней не было садизма. Это была гигиена. Она тщательно протерла панель сейфа и дверную ручку салфеткой, пропитанной спиртом. Напоследок, двигаясь спиной к выходу, она стерла с паркета следы от обуви Савельева и свои собственные. Бесшумно вышла в коридор, прикрыв дверь, оставив за спиной умирающего человека. Первый узел системы был перерезан. Марк Беркович, старший партнер юридической конторы, обслуживающей теневые интересы холдинга Свиридова, не любил ездить с личной охраной. Он искренне считал, что его лучший пуленепробиваемый щит — это его обширные связи в прокуратуре, судах и записная книжка в телефоне. Вечер следующего дня. Подземный паркинг элитного бизнес-центра. Гудение мощных вентиляционных турбин заглушало шаги, превращая пространство в акустическую трубу. Вера ждала за толстой бетонной колонной несущей опоры. В руках маленькая стеклянная ампула с дозатором. Внутри густая смесь сердечного гликозида и диметилсульфоксида. Контактная смерть, способная проникать сквозь неповрежденные поры кожи прямо в системный кровоток за считанные секунды. С мелодичным звоном открылись стальные двери лифта. Появился Беркович. В распахнутом кашемировом пальто с дорогим кожаным портфелем. На ходу он говорил по телефону, кого-то снисходительно, с ленивой барской интонацией отчитывая. В свободной руке покачивался брелок автомобильной сигнализации. Длинный черный «Мерседес» представительского класса послушно мигнул фарами в полутьме, приветствуя хозяина. Беркович подошел к багажнику, продолжая разговор, чтобы положить тяжелый портфель. В этот момент Вера вышла из-за колонны. Она шла ровным, уверенным шагом человека, который точно знает, куда направляется. Никакой спешки. Никакой крадущейся походки или бега. Обычная женщина в неприметной темной одежде, идущая к своему автомобилю. Их траектории пересеклись ровно у водительской двери «Мерседеса». Беркович, увлеченный разносом подчиненного, даже не скользнул по ней взглядом. Для него люди вне его круга были прозрачными. Вера прошла мимо вплотную к блестящему борту машины. Одно слитное, неуловимое для камеры наблюдения движение кисти. Капля вязкой прозрачной жидкости легла точно на внутреннюю сторону хромированной дверной ручки. Туда, куда ложатся пальцы. Она не замедлила шаг, не оглянулась.
продолжила путь к выходу, растворившись в густых тенях паркинга. Беркович с хлопком закрыл багажник, подошел к водительской двери, уверенно, привычным жестом, всей пятерней обхватил холодный металл ручки, сжав пальцы, потянул на себя. Контакт состоялся. Трансдермальный проводник мгновенно втянул токсин сквозь эпидермис. Вера стояла на улице, вдыхая сырой осенний воздух, когда тяжелый седан мягко выехал из ворот паркинга и влился в плотный вечерний поток московских машин. Токсин уже был в его крови. Он двигался по венам, неотвратимо приближаясь к миокарду. Беркович проехал по Садовому кольцу около 4 километров. На светофоре у него потемнело в глазах. Возникла легкая тошнота. Он списал это на усталость и перепады давления. Ослабил узел шелкового галстука. Вдохнул глубже. Но воздух словно перестал усваиваться легкими. Тяжелая, свинцовая, разрывающая боль сковала грудину, отдавая тупой ломотой в левую руку и челюсть. Когда загорелся зеленый свет, «Мерседес» не тронулся с места. Водитель стоящего сзади внедорожника нетерпеливо посигналил. Еще раз. Потом вышел ругаться. Беркович сидел, уперевшись лицом в кожаный руль. Его губы посинели. Сердце, отравленное невидимым ядом, сократилось в последний раз и остановилось навсегда. Для прибывшей бригады скорой помощи и наряда милиции это был классический, неоспоримый, подтвержденный всеми признаками обширный инфаркт за рулем. Второй за сутки в ближайшем окружении магната Свиридова. Клиника «Випмед» продолжала функционировать в своем стерильном, дорогом, размеренном ритме. Вера стояла в холле первого этажа, делая вид, что внимательно изучает расписание приема врачей на огромном настенном стенде с пластиковыми кармашками. Внешне спокойная посетительница, но внутри все было просчитано до секунды. Ей нужен был доступ в закрытый физиотерапевтический блок на 2-м этаже. Информацию она пробила заранее через знакомую медсестру из этого центра. Именно сюда, в спецкабинет, дважды в неделю привозили Гарика. Многолетние пьянки вперемешку с кокаином и постоянным стрессом напрочь убили его организм. И теперь начальник службы безопасности регулярно ложился здесь под капельницы на жесткий детокс, чтобы тупо разжижить кровь и спасти печень. Подобраться к нему на улице или дома было тактически невозможно. Он передвигался только в бронированной машине, в плотном кольце 3 профессиональных телохранителей. Но здесь, в процедурном кабинете под капельницей, он оставался один. Взгляд Веры скользил по цветным фотографиям элитных докторов. Профессора, кандидаты медицинских наук, светило платной столичной медицины. Она замерла. Сердце пропустило удар. Дыхание сбилось на долю секунды. На глянцевой фотографии, под золотистой табличкой «Заведующий отделением интенсивной терапии», на нее смотрел человек из другой, давно похороненной жизни. Игорь. Фамилию она не помнила, память стерла ее за ненадобностью. Но эти умные, глубокие, вечно уставшие глаза она не забыла бы никогда. Август 92-го года. Ангола. Пыльная, задыхающаяся от невыносимого зноя брезентовая палатка советского полевого госпиталя. Песок, хрустящий на зубах и скрипящий на скальпелях. Густой тошнотворный запах перекиси водорода, гангрены и сгоревшего пороха. Гражданский врач-контрактник, прикомандированный к их оперативной группе, попал под минометный налет на переправе. Множественные осколочные ранения брюшной полости. Пробитый кишечник. Разлитой перитонит. На алюминиевом операционном столе лежал кусок изодранного, окровавленного мяса, который когда-то был интеллигентным московским врачом. Все в лагере говорили, что он не жилец. Осколки посекли слишком много. Майор медицинской службы Вера оперировала его 9 часов подряд, без смены, без отдыха. Под тусклым мигающим светом дизельной лампы, под гулкий грохот близких разрывов, от которых с брезента сыпалась пыль прямо в открытую рану.
Она сшивала разорванные петли кишечника руками, черными от чужой крови, пота и копоти. Она буквально зубами вытащила его с того света, когда даже смерть уже махнула на него костлявой рукой, признав свое поражение перед ее упрямством. А потом их пути разошлись. Контора засекретила Веру, перевела в систему закрытых ведомственных госпиталей, откуда она позже ушла под новой фамилией. Он же поправился и ушел в коммерцию искать тишину и деньги. И вот теперь он здесь, заведует реанимацией, обслуживает тех самых людей, которые разорвали жизнь ее дочери. Вера нашла его в ординаторской на 2-м этаже. Он сидел за компьютером, один, уставший, сильно постаревший, с глубокой сединой на висках, потирая переносицу под дорогой брендовой оправой очков. Она вошла без стука, прикрыла за собой плотную дверь, повернула замок за щелку. Щелчок металла заставил его поднять голову от монитора. «Приемные часы окончены. Обратитесь в регистратуру», — начал он заученной фразой, но слова застряли в горле комом. Он смотрел на нее. Долго. Жмурился, не веря собственным глазам. Словно перед ним стоял призрак из африканской пустыни. Лицо Веры изменилось, высохло, покрылось паутиной мелких морщин, потеряло молодость. Но этот тяжелый, свинцовый, сканирующий взгляд не мог принадлежать никому другому. «Товарищ майор», — шумно выдохнул он, медленно опираясь на стол, поднимаясь со стула. Его голос дрогнул, сорвался. «Вера, Господи, как ты здесь?» Он хотел сделать шаг навстречу. Инстинктивно протянул руки, может быть, желая обнять ту, что подарила ему жизнь, но наткнулся на невидимую бетонную стену ледяного отчуждения. «Девочка в реанимации. На 3-м этаже. Маша». Тихо, ровно сказала Вера, не меняя позы. «Это моя дочь». Игорь побледнел так, что стал сливаться с белым медицинским халатом. Он знал про это резонансное ДТП. Вся клиника гудела об этом 3 суток. Знал, кто был за рулем черного джипа и чей жесткий приказ лежал на столе главврача Лужина, запрещающий перевод ребенка в государственную клинику. Он бессильно опустился обратно на стул. Снял очки, закрыл лицо дрожащими руками. «Я не знал, Вера. Клянусь тебе, всем святым, я не знал, что это твоя девочка. Я здесь, я просто лечу. Я не лезу в их дела. Мне привозят пациентов, я выполняю протокол. Ты лечишь ублюдков». В голосе Веры не было осуждения. Это было бы слишком человеческим чувством. Только сухая констатация факта. И этот факт бил больнее плети. Ты штопаешь их после криминальных разборок. Ты чистишь им кровь от кокаина и стимуляторов, чтобы они могли убивать людей на улицах дальше. Но мне плевать на твою сгнившую совесть, Игорь. Я пришла не за покаянием. Мне нужна электронная база данных клиники, расписание процедур Гарика, сейчас. Игорь поднял на нее глаза. В них плескался неподдельный ужас. Пазл в его голове сложился мгновенно. «Вера, ты понимаешь, во что ты лезешь? Савельев умер вчера. Беркович в морге сегодня. Это ты? Это твоя работа?» Она промолчала. Ее лицо оставалось маской. «Свиридов все понял», — зашептал Игорь, затравленно озираясь на закрытую дверь, словно за ней уже стояли киллеры. «У него паранойя. Он забрал сына и заперся в своем загородном особняке. Стянул туда весь доступный ЧОП. Гарик сегодня вечером здесь, на восстановительной капельнице. Но вокруг физиотерапевтического корпуса удвоенная охрана. 3 периметра. Тебя убьют, Вера. Просто изрешетят на подходе». «Расписание». Игорь посмотрел на свои ухоженные, застрахованные на крупную сумму руки. Руки, которые когда-то сшила она, подарив ему возможность жить в достатке. Он продал свой талант,
свое истинное призвание за комфорт, дорогую машину и безопасность. Но долг чести — страшная, разрушительная вещь для человека, у которого на дне души еще остались остатки офицерской совести. Он молча развернул монитор компьютера к ней, нажал несколько клавиш на клавиатуре, вводя личный пароль доступа. На ярком экране высветилась таблица «Гарик, VIP-блок. Кабинет физиотерапии номер 4». С 19:00 до 20:30. Внутривенная инфузия восстанавливающих и гепатопротекторных препаратов. «Спасибо, доктор», — коротко бросила Вера и повернулась к выходу. Она уже взялась за металлическую ручку двери, когда сдавленный голос Игоря остановил ее. «Вера, Свиридов не отдаст девочку. Никогда. Пока она лежит здесь, на его аппаратах, ты висишь на коротком крючке. Если ты убьешь Гарика, если они хоть на секунду заподозрят связь, Лужин найдет предлог. Они отключат ИВЛ. Это дело 1 секунды». «Я знаю». Не оборачиваясь, глядя в гладкую поверхность двери, сказала она. «Готовь реанимобиль с полным комплектом оборудования жизнеобеспечения. Своих, надежных людей за руль, которые не на зарплате у холдинга. Через час у черного хода дебаркадера. Двигатель не глушить». Дверь тихо закрылась за ней. Игорь остался один в тишине ординаторской. Его трясло крупной дрожью. Он долго смотрел на пустой экран компьютера. Затем медленно, непослушными деревянными пальцами достал из кармана халата свой сотовый телефон. Открыл список контактов, нашел имя и нажал на вызов. Гудки. Долгие, тяжелые гудки, бьющие по натянутым нервам. «Да», — ответил глухой, властный, лишенный эмоций мужской голос. «Это доктор». Игорь судорожно сглотнул, пытаясь выровнять дыхание. «У нас ЧП». Долгая пауза на том конце провода. Слышно было, как чиркнула зажигалка. «Слушаю тебя, доктор». «Она здесь», — прошептал Игорь, едва сдерживая подступившие слезы отчаяния. «В клинике. Она идет по следу. Она выжигает их всех, одного за другим, понимаете? Сделайте что-нибудь, вмешайтесь, остановите ее, пока не стало слишком поздно». Он сбросил вызов и уронил тяжелую голову на стол, спрятав лицо в ладонях. 19 часов 15 минут. VIP-блок физиотерапии находился в изолированном крыле клиники. На входе за стойкой скучали 2 вооруженных короткоствольным оружием быков из личной гвардии Свиридова. Они дотошно проверяли пластиковые пропуска у всех, сверяя лица с фотографиями. По длинному, залитому люминесцентным светом коридору, слегка, очень естественно прихрамывая на правую ногу, шла женщина. На ней был белоснежный медицинский халат, застегнутый на все пуговицы, и широкая маска, закрывающая половину лица. На груди болтался бейдж с выдуманной фамилией, распечатанный на цветном принтере. В руках она несла металлический почкообразный лоток со стерильными салфетками, пинцетом и ампулами физиологического раствора. Охранники лениво, без интереса скользнули по ней взглядом. Очередная уставшая медсестра из вечерней смены, стирающая ноги в коридорах. «Куда?» — буркнул один, преграждая путь широким плечом. «Смена капельницы в 4-й палате. Добавочная инфузия. Личное распоряжение профессора Лужина». Приглушенно, глухо из-за ткани маски ответила Вера. Голос звучал раздраженно, с типичной интонацией рутинной усталости. Охранник удовлетворенно кивнул, уловив знакомую фамилию начальства, и отвернулся к напарнику. Вера толкнула плечом дверь кабинета номер 4. Приглушенный мягкий свет. Стойкий запах озона от кварцевых ламп. На дорогой ортопедической кушетке лежал Гарик. Массивная бычья шея, пудовые кулаки, глаза закрыты. Ровное глубокое дыхание спящего зверя. В набухшую вену на его татуированном предплечье вставлен пластиковый катетер.
По прозрачной силиконовой трубке медленно, капля за каплей, стекал витаминный раствор. Утюг спал. Зверь был заперт в медицинской клетке и абсолютно беззащитен. Вера подошла к кушетке. Никаких резких движений, шаги мягкие, кошачьи. Она поставила металлический лоток на столик, достала из глубокого кармана халата подготовленный шприц. Это был особый, сложный состав. Токсин отложенного действия. Бинарный яд, который вступает в химическую реакцию с плазмой крови не сразу. Он будет медленно накапливаться в тканях сердечной мышцы и сработает только через 2, максимум 2,5 часа, когда Гарик уже покинет клинику и будет спать в своей охраняемой постели. Она сняла пластиковый колпачок с иглы. Точным, выверенным движением проткнула резиновую мембрану дополнительного порта на капельнице. Медленно, плавно, чтобы не изменить давление жидкости в вене и не разбудить пациента холодным током по сосудам, выдавила прозрачную смерть внутрь системы. Раствор смешался с безобидными витаминами и потек в огромный организм утюга. Дело сделано. Никаких следов. Никаких подозрений на клинику. Вера бесшумно вышла из кабинета, забрав лоток. Охранники у дверей увлеченно играли в змейку на телефонах, не подняв голов. Она спустилась по технической лестнице на -1 этаж в необитаемый в это время хозяйственный блок. Время пошло на минуты. План требовал радикального изменения обстановки. Ей нужен был первобытный хаос. Ей нужна была плотная дымовая завеса, чтобы забрать самое дорогое из золотой клетки и не получить пулю в спину от охраны. Она зашла в пустующий склад списанного мягкого инвентаря. Быстро сбросила в кучу старые ватные матрасы, сухие хлопчатобумажные простыни. Достала из кармана серую химическую капсулу, синтезированную вчера на кухне. Раздавила жесткий пластик пальцами и бросила источник термической реакции в самый центр тряпичной горы. Белый, едкий, невероятно густой химический дым повалил мгновенно с тихим шипением. Состав не давал открытого огня. Он тлел, создавая нулевую оптическую видимость и резкий, удушливый запах горящего пластика. Плотные клубы дыма поползли по полу, вырываясь под щель двери, стремительно заполняя узкие коридоры подвала. Через пару минут на потолке, истерично разрывая барабанные перепонки, завизжали датчики пожарной сигнализации. Идеальный, стерильный мир элитной клиники рухнул в одночасье. Включились мигающие красные лампы тревоги. Стробоскопы били по глазам. Записанный механический голос системы оповещения монотонно требовал покинуть здание. Электроника автоматически разблокировала все магнитные замки на эвакуационных выходах. Паника среди богатых и влиятельных ничем не отличается от паники среди бедных. Животный страх смерти от огня уравнивает всех, стирая статус. Врачи, растерянные медсестры, перепуганные VIP-пациенты в дорогих шелковых пижамах хлынули в коридоры, сметая друг друга, устремляясь к бетонным лестницам. Охрана на постах полностью потеряла контроль, пытаясь сдержать людской поток, оттеснить пациентов и одновременно выяснить по хрипящим рациям реальный источник задымления. В этом бурлящем человеческом водовороте Вера, все в той же неприметной маске и медицинском халате, стала абсолютно невидимой деталью интерьера. Она двигалась против течения, быстро, жестко работая плечами и локтями, отшвыривая паникеров с пути. На 3-й этаж, в отделение реанимации. Стеклянные двери блока интенсивной терапии были распахнуты настежь. Дежурный врач с багровым от крика лицом орал на санитаров, требуя срочно готовить к эвакуации лежачих и переводить аппараты ИВЛ на резервное питание. До угловой палаты, где лежала чужая Маша, никому в этот момент не было дела. Свои жизни были дороже. Вера влетела в бокс. Маша лежала неподвижно. Маленькая грудная клетка ритмично вздымалась. Аппарат ИВЛ методично качал кислород в поврежденные легкие. Монитор показывал слабую, но стабильную синусоиду сердечного ритма. Руки Веры
порхали над консолями жизнеобеспечения. Она работала с фантастической, наработанной годами практики скоростью, полностью отключив эмоции. Это была не дочь. Это был тяжело раненый боец, требующий экстренной полевой эвакуации из-под огня. Перекрыть центральную подачу кислорода на стационарном аппарате. Жестко отсоединить гофрированную трубку от интубационной канюли. Мгновенно не дав упасть сатурации, подключить портативный ручной дыхательный мешок «Амбу», висящий на спинке кровати. Перекинуть липкие датчики электродов на легкий транспортный кардиомонитор. Резким ударом ноги сбросить стояночные тормоза на колесах функциональной кровати-каталки. Она выкатила тяжелую каталку в задымленный коридор. Одной рукой она толкала громоздкую металлическую конструкцию вперед, второй рукой ритмично, ровно раз в 3 секунды, сжимала упругий силиконовый мешок, механически дыша за свою дочь. «Куда вы ее тащите? Назад!» — истерично крикнул пробегающий мимо молодой ординатор с красными от дыма глазами. «Распоряжение профессора Лужина. Экстренная эвакуация тяжелых неходячих. На улицу, к скорым!» — рявкнула Вера таким чугунным, прошивающим насквозь командирским голосом, что ординатор инстинктивно вжал голову в плечи, коротко кивнул и побежал спасаться дальше. Она довезла каталку до широкого грузового лифта. Удар по кнопке. Вниз. На нулевой уровень. На дебаркадер. На улице хлестал ледяной дождь. Воздух пах озоном, мокрой гарью и стылым асфальтом. На заднем дворе клиники творился невообразимый хаос. С сиренами подъезжали огромные красные пожарные расчеты МЧС. Люди в белых халатах плотной толпой жались под пластиковыми навесами, спасаясь от ливня. У самого края погрузочной бетонной платформы, с включенными проблесковыми желтыми маячками, нарушая все правила парковки, стоял реанимобиль. Двери просторного кузова были распахнуты настежь. Внутри, в свете ламп, стоял побледневший Игорь. Вера толкнула каталку к заднему бамперу машины. Вместе, в 4 руки, они вкатили тяжелую раму в салон по аппарели. «Переключай на бортовой аппарат, живо!» — бросила Вера, не переставая качать мешок. Игорь трясущимися руками перекинул кислородные магистрали. Транспортный аппарат ИВЛ недовольно, пронзительно пискнул, калибруя давление, и ритмично задышал. Грудь девочки поднималась ровно. «Загородный дом полностью готов», — быстро заговорил Игорь, утирая холодный пот со лба рукавом халата. «В 40 километрах от города по западному шоссе. У меня там отец лежал после инсульта, так что дом полностью переоборудован под полноценную реанимацию. Вся аппаратура на месте. И дежурят там сейчас мои бывшие аспиранты, доверенные ребята, которых Свиридов не знает. Она будет в абсолютной безопасности». Вера молча посмотрела на бледное, заострившееся лицо дочери. Поправила сползшее одеяло, затем подняла тяжелый взгляд на Игоря. «Увози ее. Если с ней что-то случится в дороге, я найду тебя». Двери с лязгом захлопнулись. Вера в последнюю секунду успела запрыгнуть в салон и тяжело опустилась на сиденье рядом с носилками. Реанимобиль включил сирену и с визгом прокручивающихся по мокрому асфальту покрышек сорвался с места, прорезая толпу зевак и растворяясь в серой пелене холодного дождя. Глядя на мерный свет мониторов в полумраке машины, Вера глубоко, полной грудью вдохнула влажный воздух из приоткрытого окна. Дочь в безопасности. Заложник освобожден. Руки развязаны. Удушающий ошейник шантажа снят. Загородный дом доверенного коллеги Игоря. 3 часа спустя. Маша спала в просторной теплой комнате на 1-м этаже. Рядом ровно, обнадеживающе гудел современный аппарат ИВЛ. Игорь сидел в глубоком кресле, неотрывно контролируя зеленые цифры показателей на мониторе. Кризис миновал, транспортировка прошла успешно. Вера стояла у темного окна, бездумно глядя в мокрую черноту ночи. В правой руке она сжимала телефон. Обычный кнопочный аппарат
купленный с рук в подземном переходе. На дубовом столе лежал раскрытый блокнот Игоря с переписанными номерами верхушки холдинга. Она набрала длинный номер. Тот, что был аккуратно записан под инициалами МС, Максим Свиридов. Сын магната. Тот самый обдолбанный мажор из черного джипа. Гудки шли долго. Парень не хотел отвечать на незнакомый номер. Наконец трубку неуверенно сняли. «Алло, кто это?» Голос был дерганым, срывающимся, писклявым. Парень сидел в огромном особняке отца, запертый за 3 заборами, как крыса в лабиринте, и медленно сходил с ума от животного страха и начинающейся наркотической ломки. «Максим». Голос Веры был ровным, тихим, проникающим прямо в подкорку. Голосом онколога, сообщающего пациенту терминальную, неоперабельную стадию. «Это мама девочки, которую ты убил на перекрестке». В трубке повисла мертвая, звенящая тишина. Слышно было только прерывистое, свистящее дыхание запаниковавшего парня. «Савельев умер вчера от инфаркта», — продолжила Вера монотонно, вбивая слова как гвозди. «Адвокат Беркович разбился в машине из-за внезапной остановки сердца. Гарик сейчас едет в морг. Диагноз судмедэксперта будет тем же — острая сердечная недостаточность, необратимая». «Ты кто такая, мразь?» Парень задыхался. Паническая атака стальным обручем сковала его горло. «Охрана!» «Я та, кто придет за тобой. Охрана не спасет от того, что уже внутри тебя». Лед в голосе Веры стал обжигающим. «Твое сердце тоже не справится, Максим. Оно остановится. Прямо сейчас ты почувствуешь могильный холод в груди. Дышать станет тяжело. Воздух перестанет поступать в кровь. Потом дикая боль разорвет твою грудину пополам. Это произойдет очень скоро. Жди». Она сбросила вызов, вытащила батарею и сломала сим-карту пополам. Психосоматика — самое страшное, неотвратимое оружие против человека с расшатанной кокаином нервной системой. Мозг, накачанный первобытным животным страхом, сам отдает приказ надпочечникам на уничтожение организма. Выброс эндогенного адреналина зашкаливает сверх физиологических пределов. Коронарные сосуды спазмируются, перекрывая кровоток к миокарду. В огромном особняке Свиридова начался ад. У парня случился тяжелейший панический криз, мгновенно перешедший в реальный клинический сердечный приступ. Он с хрипом упал на персидский ковер в своей роскошной спальне, судорожно хватаясь за грудь, задыхаясь, стремительно синея на глазах парализованного ужасом отца. Мобильный Игоря на столе завибрировал, нарушая тишину загородного дома. На светящемся экране высветилось «Хозяин». Игорь побледнел, сглотнул вязкую слюну, посмотрел на Веру. «Ответь», — приказала она. Игорь, дрожащей влажной рукой, нажал зеленую кнопку приема. «Игорь, где ты шлендаешь?» Из маленького динамика рвался истошный, потерявший человеческий облик крик всесильного магната. «Бросай все! Лети ко мне! Малой умирает! У него сердечный припадок! Быстро ко мне, иначе я тебя закопаю!» Игорь отключил телефон. Его руки ходили ходуном. «Он вызывает меня в особняк. Сын по-настоящему умирает». Вера медленно повернулась от окна. Подошла к столу. Открыла тяжелую кожаную медицинскую сумку Игоря. Достала из своего кармана жесткий футляр и бросила туда свой пластиковый шприц. Последняя ампула. «Я еду с тобой», — сказала она. В ее потемневших глазах не было ничего человеческого. Забрало упало. «Как твоя дежурная ассистентка-медсестра. Мы едем спасать мальчика». Игорь закрыл глаза. Он понял, что это абсолютный, бесславный конец. Если они поедут туда, в логово зверя, живыми они уже не вернутся. Охрана расстреляет их сразу после смерти наследника.
Но отказать этому страшному, свинцовому взгляду женщины, которая шла по трупам за своим ребенком, было физически невозможно. Глухая ночь. Шоссе. Машина Игоря, нарушая все скоростные лимиты, летела по мокрому блестящему асфальту. Вера сидела на пассажирском сиденье. Она переоделась в чистый хрустящий белый халат. Русые волосы туго убраны под плотную медицинскую шапочку. На лице широкая хирургическая маска. На глазах очки с простыми стеклами. Она была абсолютно безлика. Просто функция. Инструмент возмездия. Они не знали, что за ними плотно, дистанцию держа, идут две неприметные тонированные лады наружного наблюдения. Оперативники конторы вели машину доктора от самого загородного дома. Система сработала. Высокие, 5-метровые кованые ворота особняка Свиридова. Вооруженная автоматами охрана на въезде дико нервничала. Люди в камуфляже бегали по территории с мощными тактическими фонарями, выхватывая из темноты стволы сосен. Машину личного реаниматолога Игоря узнали сразу. Тяжелые ворота распахнулись. Никто в панике не стал досматривать доктора, который экстренно приехал спасать задыхающегося наследника. Никто не обратил ни малейшего внимания на неприметную, сутулящуюся медсестру с тяжелым чемоданчиком с красным крестом. Их, бегом подталкивая в спины, провели по мраморной лестнице на второй этаж. Огромная спальня, обставленная с вызывающей пошлой роскошью. Золото, лепнина, вензеля. На огромной кровати, скомкав мокрые от пота шелковые простыни, бился в жестоких судорогах Максим. Он страшно хрипел, пуская розовую пену изо рта. Его слабое сердце, вконец изношенное дорогими стимуляторами и разорванное пополам индуцированной паникой, отказывало. Рядом, теряя рассудок, метался сам Свиридов, властный, невероятно жесткий человек с сединой, решавший судьбы заводов одним звонком. Сейчас он был просто жалким, напуганным до смерти отцом. «Сделай что-нибудь, тварь, коли ему в сердце! Спасай!» — заорал он благим матом, бросаясь к бледному Игорю, хватая его за лацканы халата. Игорь на ватных, негнущихся ногах подошел к кровати. Дрожащими руками начал доставать тонометр, роняя трубки на пол. Он намеренно тянул время. Он до одури боялся повернуться спиной к Вере. Вера спокойно механически открыла медицинскую сумку, встала спиной к мечущемуся магнату, достала шприц, тот самый, с раствором аконитина. Последняя смертельная доза. Игла, которая не оставляет следов ни на теле, ни в протоколах вскрытия. Она обошла огромную кровать с другой стороны. Взяла пластиковую магистраль капельницы, которую Игорь кое-как успел подключить к катетеру в вене парня. В этот момент Максим с трудом разлепил опухшие веки. Сквозь мутную пелену боли, удушья и животного ужаса он сфокусировал расплывающийся взгляд на лице склонившейся над ним медсестры. Маска надежно скрывала нос и рот, но эти глаза пустые, холодные, безжалостные глаза хищника с мокрого перекрестка. Глаза смерти. Он узнал ее. Парень попытался истошно закричать, попытался отшатнуться к спинке кровати, выдернуть из руки пластиковый катетер вместе с трубкой капельницы, но из спазмированного горла вырвался лишь жалкий, булькающий хрип. Он забился в неконтролируемой истерике, путаясь в простынях. Вера молча, не мигая, смотрела на него сверху вниз. В ее твердой, не знающей дрожи руке шприц медленно опускался к силиконовому порту капельницы. Магнат стоял всего в метре от нее, отирая пот со лба, абсолютно не понимая, что сам лично, своими руками, привел смерть к постели единственного сына. Она занесла острую иглу. В этот момент за окном не взвыли полицейские сирены. Не было громких хлопков светошумовых гранат. Не было киношных криков «Всем лежать! Работает спецназ!». Внизу, в просторном холле первого этажа,
произошло что-то очень тихое, будничное и абсолютно неотвратимое. Охрана ЧОПа, суровые, накачанные парни с боевыми автоматами, просто молча положили оружие на мраморный пол, завидев маленькие красные корки в руках нескольких людей в неприметных серых куртках. Ни один здравомыслящий наемник не хочет ложиться в сырую землю за чужие, пусть и большие деньги, когда в дверь стучится сама государственная машина. Дверь в спальню открылась. Тихо, но так тяжело и веско, словно рухнула несущая стена. Свиридов резко обернулся, набрав в грудь воздуха, готовый разорвать любого охранника, кто посмел войти без стука. На пороге стоял немолодой человек. В старом, порядком потертом на локтях сером твидовом пальто, короткие седые волосы ежиком, лицо словно грубо высеченное топором из уральского гранита. Глаза такие же пустые, тяжелые и давящие, как у самой Веры. Командир. За его широкой спиной, словно тени, застыли два бойца группы захвата с короткими автоматами «Кедра», опущенными стволами в пол. Один из них коротким, неоспоримым жестом руки указал бледному Игорю в дальний угол. Доктор покорно, с невероятным облегчением подчинился, вжимаясь лопатками в шелковые обои. «Вы кто такие?» — взревел Свиридов багровее. «Вон из моего дома! Охрана! Ко мне!» Командир даже не повернул головы в его сторону. Его стальной взгляд был намертво прикован к Вере, стоявшей с занесенным шприцем над вздувшейся веной мажора. «Вера, опусти руку». Голос командира был негромким, глухим, но он мгновенно заполнил собой всю огромную комнату, физически подавив даже хрипы умирающего на кровати парня. Вера замерла статуей. Острая стальная игла находилась ровно в 1 миллиметре от резиновой мембраны. Они едва не убили моего ребенка. Сухо, безжизненно, как автомат, сказала она, не отводя взгляда от Вены. «Маша в абсолютной безопасности», — отрезал командир, делая шаг в комнату. «Мои люди уже там, периметр закрыт. Дом взят под охрану конторы. Ей ничто не угрожает. Лужин уже дает показания следователям центрального аппарата». Вера не опустила шприц. Пальцы побелели от напряжения. Он должен заплатить за то, что сделал. Они все должны лечь в землю. Командир сделал еще один медленный тяжелый шаг вперед. Он достал из-под полы потертого пальто толстую пластиковую папку. Плюс еще десяток сшитых документов с мокрыми печатями. И с глухим, похоронным стуком бросил ее на стеклянный прикроватный столик. «Твой бизнес закончен, Свиридов». Командир впервые соизволил посмотреть на магната. Взгляд был как удар чугунной кувалдой в переносицу. «Все твои черные схемы, транзакции в офшоры, прямые письменные приказы Савельеву и Берковичу, финансирование судейских, взятки, протоколы ДТП — все задокументировано. Твои банковские счета заблокированы решением финмониторинга 5 минут назад. Завтра утром от твоей неприкасаемой империи останется только пепел в деловой прессе. Вы оба поедете с нами. Твоего щенка откачают в закрытой тюремной больнице, а потом он сядет в общую зону. Надолго». Свиридов побледнел, словно из него разом выкачали всю кровь. Вся его барская спесь, вся уверенность во всемогуществе денег слетела в одночасье. Он затравленно посмотрел на папку, потом на спокойных людей с автоматами и медленно, тяжело, как подрубленное дерево, осел на мягкий пуфик у кровати. Система, которую он наивно считал своей собственностью, с готовностью сожрала его. Командир снова повернулся к женщине в белом халате. «Ты сделала свою работу, майор. Ты вырезала гниль чисто, без следов. Но если ты сейчас нажмешь большим пальцем на поршень, ты навсегда перестанешь быть матерью. Ты перейдешь черту. Ты станешь простым, банальным палачом. И по закону сядешь вместе с ними в соседнюю камеру.
А больной девочке нужна мать. Живая, свободная и рядом. Выбор только за тобой. В комнате повисла тяжелая густая тишина. Слышно было только прерывистое свистящее дыхание мажора на мокрых простынях. Вера неподвижно стояла над ним. В ее натренированных руках была абсолютная власть. Власть отнять никчемную жизнь у того, кто едва не отнял жизнь у ее маленькой Маши. Мышцы правой руки, прошедшие тысячекратную калибровку, напряглись. Один короткий нажим большим пальцем, доля секунды, и правосудие свершится. Она закрыла глаза. Вспомнила тонкий, почти невесомый запах детских волос, тепло маленькой ладошки, которая совсем недавно судорожно сжимала ее пальцы в реанимобиле, и тихий, едва слышный шепот: «Мама, не уходи». Ради того, чтобы этот шепот звучал, Вера была готова сжечь весь мир. Но командир был прав. Маше нужна была мать, а не призрак, запертый в 4 стенах чужой тюрьмы. Мертвым — мертвая, а ей нужно было возвращаться к живым. Вера медленно со свистом выдохнула застоявшийся в легких воздух и открыла глаза. Взгляд стал прежним, чистым, глубоким и холодным. Она уверенным движением перехватила шприц, мягко вытянула иглу из резинового клапана катетера на запястье мажора и со щелчком надела защитный колпачок. Порт остался чистым. «Вы правы, товарищ командир», — тихо, но твердо сказала она, аккуратно убирая футляр обратно в карман куртки. «Гигиена закончена». Командир молча кивнул, в его глазах промелькнуло облегчение. Он коротко махнул рукой бойцам, увлекая Веру за собой к выходу. За их спинами остался хрипеть на мокрых простынях человек, который еще не знал, что настоящая, законная расплата для него только что началась. Веранда загородного дома. Теплый день. Маша идет на поправку. Она сидит в кресле и впервые за долгое время улыбается, глядя на солнце. Вера сидит рядом и расчесывает ей волосы. К дому подъезжает машина, выходит командир. Он подходит, молча кладет на стол конверт с новыми документами, путевкой на реабилитацию и закрытым делом и говорит: «Отдыхай, Вера. Справедливость есть. Просто иногда ее приходится возвращать вручную. Ты свой долг отдала». Вера смотрит на него, обнимает дочь и тихо отвечает: «Я дома, командир. Игра окончена». Машина уезжает, оставляя их в тишине. К дому тихо подъезжает машина. Хлопает дверца, шуршат шаги по гравию. На веранду поднимается командир. Впервые Вера видит его таким. Без камуфляжа, в обычной гражданской куртке, с уставшими, но какими-то удивительно мирными глазами. Он останавливается у кресла, переводит взгляд на Машу и мягко, совсем не по-военному касается ладонью ее макушки. Девочка поднимает голову и дарит ему ту самую, первую за долгие месяцы, теплую улыбку. Командир сглатывает ком, едва заметно кивает своим мыслям и поворачивается к Вере. На стол ложится плотный белый конверт. «Здесь все, майор». Его голос звучит непривычно тихо, с хрипотцой. Чистые паспорта, путевка в санаторий и архивный штамп на всем, что было. Свиридов больше никому не угрожает. Вы свободны. Полностью. Вера смотрит на конверт, и в этот момент железная броня, которую она носила все это время, окончательно рушится. Плечи вздрагивают. На расческу, которую она сжимает в руке, капает первая тяжелая слеза. Вера не пытается ее спрятать. Она просто молча изо всех сил обнимает дочь, зарываясь лицом в ее волосы. «Спасибо», — одними губами шепчет она. Командир ничего не отвечает. Он лишь крепко по-отцовски сжимает ее плечо, разворачивается и уходит. Снова шуршит гравий,
Заводится мотор, и звук машины постепенно тает вдали. Вера поднимает глаза к небу, подставляя лицо теплому солнцу, и глубоко вздыхает. Оглушительная мирная тишина наконец-то заполняет двор. Если эта история не оставила вас равнодушными, лучшей наградой для меня будут ваш лайк и подписка на канал «Разговор по совести». Поделитесь этим видео с друзьями. Пусть как можно больше людей узнают эту историю. И, конечно, мне очень важно ваше мнение. Как вы считаете, имела ли право мать, пройдя суровую школу ГРУ, вершить самосуд ради защиты своего ребенка? Или банда заслужила именно такой финал? Напишите свои мысли в комментариях, я обязательно их прочитаю. До скорой встречи в новых выпусках.